Всем привет, меня зовут Аня Куцеволова. Сегодня мы снимаем долгожданный обзор на аппараты Schayen. Почему именно Schayen? Потому что вся моя студия и я работают на этих аппаратах. Мы собрали все аппараты, которые есть у этого производителя. И сегодня расскажем, чем они отличаются друг от друга и почему, собственно, подходят или не подходят для перманентного макияжа. У меня вот здесь лежит передо мной 4 аппарата. Вот. Это все аппараты разные. Они все находятся в нашей студии, то есть они в собственности. И справа у меня еще есть 3 коробочки и большая. Эти аппараты нам представил Odin Tattoo Shop, за что им большое спасибо. Сегодня мы вам о них расскажем и все покажем. И расскажем про их разницу и подходят или не подходят они для перманентного макияжа. Как вы все знаете, в принципе, многие татуировщики используют эту марку для работы. Schayen – это очень популярные аппараты для татуировки. Но я не вижу никакой разницы в том, чтобы использовать их для татуировки или для перманентного макияжа. Почему? Потому что по факту татуировка и перманентный макияж – это одно и то же. То есть перманентный макияж – это татуировка на лице. Чуть более нежно сделаны, в чуть более воздушных техниках поверхностных, но они ничем не отличаются. Это внесение пигмента под кожу, то есть на очень маленькую глубину, под эпидермис. По сути, любой татуировщик, который работает качественно, тоже работает очень поверхностно, примерно на такую же глубину. Разница лишь в том, что толщина эпидермиса на лице на разных зонах разная и на теле на разных зонах разная. И поэтому некоторые мастера ошибочно полагают, что татуировка – это что-то очень глубокое, то есть, что вносится там на 2 мм под кожу. Это такая глупость. То есть мы берем толщину эпидермиса и вносим в верхние слои дермы под эпидермис пигмент. По сути, что в татуировке, что в татуаже – это одно и то же. Еще одна интересная вещь. Татуировка. На английском это тату, а на французском это татуаж. То есть татуаж, то, что в России называют татуаж, это просто тату на французском языке. Все, вся разница. Большое заблуждение всех мастеров. Но вернемся к аппаратам Schayen. Они мои любимые. Сейчас я немножко расскажу про каждую, в 2 словах. Первый любимчик Schayen Thunder. И его собрат, скажем так, Schayen Spirit. Они очень похожи, да? Видно, что они прям практически одинаковые. Они отличаются лишь вот этим моторчиком. Здесь он плоский, здесь он округлый. Вот. Цвета могут быть разные, любые. Это абсолютно не значит, что они должны быть такие, как у меня на видео. Следующее – это лимитированная версия Thunder, но у него другая длина хода, немножко он короче. То есть это как бы по факту, по моему опыту и наблюдениям, гибрид между вот этими 2 аппаратами. То есть вот Thunder Spirit, а это просто лимитированная версия к 10-летию Schayen. То есть они выпустили их не так много во всем мире, они уже все, скорее всего, распроданы. Может быть, к 10-летию Thunder выпустили, не знаю. В общем, он очень похож на Thunder и на Spirit одновременно, и тот, и тот. Вот это лежит моя нынешняя новая любовь, Solterra, Schayen Solterra. Многие, наверное, кто следит за моим инстаграмом, очень хорошо в курсе, что я ей сейчас работаю. Она очень классная, мне она очень нравится. Что у нас здесь в коробочках? У нас от магазина Odin Tattoo Shop. Здесь у нас, они даже запечатаны. Здесь у нас Schayen Pen. Коробка у них очень красивая. Это, кстати, очередной плюс Schayen. У них очень качественная упаковка, прям очень крутая. Прям ты открываешь, как будто iPhone открываешь. Такой, вау, классно. Собственно, Schayen Pen. Все берут пример с него. По факту берут корпус этот и другую начинку туда вкладывают. Скорее всего, более дешевую и менее качественную, я имею в виду мотор. Вот. На него похожи все машинки пенообразные, которые используют многие мастера. Это EZ, на самом деле правильно говорить Easy. Я сейчас вам ее покажу. Она абсолютно идентична. Вот. И, в принципе, можно даже перепутать. Есть единственная разница, это у настоящего Schayen вот здесь вот такой маленький выступ есть.
Вот так вы можете определить, это подделка или нет. Ну, естественно, звук. Звук мы сейчас просто я включу, и вы поймете. Можно чуть меньше поставить, вот так. Такой, я бы сказала, мягкий очень звук. И у машинки Easy совершенно другой. Ну, то есть они абсолютно по-разному звучат. Вот. Это вот один аналог, грубо говоря, да. Еще есть другой аналог типа квадрона. Посмотрите, он тоже очень похож. Ну, то есть по факту это как бы одна и та же, да, машинка, видно. Очень-очень похож. Вход разный, ну, как бы это не столь важно уже. Ну, просто, чтобы вы понимали, что очень много брендов на рынке татуировки, перманентного макияжа вдохновляются, скажем так, именно вот этой машинкой. Она такая основа всех пенов. Следующая коробка тоже запечатана. Она такая же, как у пена. Это Sol Luna. Вот Luna. Она без держака, потому что в комплекте идет только мотор. И все. Мы ее потом посмотрим, рассмотрим. Я ее положу вот так здесь без мотора тоже. Тоже большая коробка. Красивая и удобная. И самая большая коробка для самого маленького аппарата. Как ни смешно и странно, но правда это. Это аппарат, который называется Cheyenne Sol Nova. Это по факту тот же самый пен, чуть более толстенький и коротенький. Он тоже запечатан, тоже новый абсолютно. Коробка у него еще круче, как вы видите. Здесь два тубуса. В одном тубусе, собственно, сам аппарат. Очень интересно упакован, он там лежит, и вот так он достается. Для сравнения с пеном, ну, то есть это тоже пен, да, только разный по толщине и длине. А с этой стороны что-то еще у них лежит. Здесь держаки лежат одноразовые, такие вот, которые одеваются сюда. Мы не будем их доставать, они нам, в принципе, не нужны. Но, конечно, крутая упаковка. В каждой упаковке, к каждому Cheyenne идет инструкция по применению. Она тоже очень подробная, потому что это немецкий производитель, они очень дотошны ко всему. И здесь мало того, что инструкция по сборке, здесь есть еще инструкция по барьерной защите. Я где-то находила. Ну, в общем, если вдруг вы купили аппарат и не знаете, как его собрать, не нужно в панике писать в магазин, просто достаньте инструкцию, там все очень схематично в картинках нарисовано. Вот я сейчас пример покажу картинки, допустим. Вот как упаковывать барьерную защиту машинку, допустим, эту. Тут прям подробно показано, какой пакетик куда одевать, какой пакетик для чего нужен. И плюс еще написано на английском. Вот, например, в начале есть инструкция по сборке, что куда подключается, соединяется. Поэтому не спешите паниковать, если не знаете, что делать. Но если вы купили, допустим, только вот такой мотор, то, естественно, собирать вам его не с чем, потому что к нему нужен еще держак. Вот, они очень похожи, кстати. Terra и Luna. Вот, поэтому держак нужно покупать отдельно. В комплекте к тандерам и спиритам держак идет всегда. Дальше я еще хотела показать вам. В этих же коробках внизу лежат шнуры всегда. Тоже некоторые не знают, что они там есть, но они там всегда есть. У Cheyenne это всегда шнур родной к родному блоку и переходник для блоков типа Critical, которые вот мы сегодня будем на Critical. Вот этот переходник нужен для того, чтобы включать его. Это вот джек большой, чтобы включать его в блок. И, соответственно, еще шнур основной для машинки. Поэтому, опять же, если вы не нашли у себя шнуры, они на самом дне находятся, внизу. Тут у нас есть гарантийный талон, гарантия на них год, 1 год. Вот, также точно везде идет инструкция по применению. И сверху вот такая вот мягкий поролон, чтобы машинка лежала удобно. Вот, в целом я вам рассказала сейчас про все аппараты, да, которые у нас есть. Наши машинки, вот они все лежат. Также я хотела обратить внимание на держаки. Называется это грип, держатель, грип. Сюда вставляется модуль, картридж. Они бывают разных размеров. У Cheyenne 3 вида
три вида гриппов. Первый грипп 22 или 23 миллиметра толщиной, второй грипп 25 миллиметров, и третий грипп, по-моему, 28, не помню точную цифру, как у Sol Nova. Толщина. Ну, то есть, если сравнивать, да, видно, что они разные. Но он используется в основном для вот таких аппаратов типа Sol Luna, Sol Terra, потому что у них толстенькие моторы, ну, толще, чем у Thunder, да, и, естественно, нужен потолще держак некоторым татуировщикам, потому что им удобнее, когда толстый держак. Мне это неудобно, поэтому я использую стандартный, мой любимый размер держака, это 25 миллиметров. Сейчас я тестирую тоненький держак, пробую. Вот, если понравится, то я буду использовать его. Когда мы вставляем, накручиваем, как мы собираем вообще аппарат? То есть у нас держак и мотор. Мы вставляем вот так толкателем в держак. У нас на держаке есть белая кнопочка, которая должна быть вверху. Не следите, чтобы она не была сбоку, внизу или еще где-то, потому что это ориентир, как вам правильно вставить модуль, чтобы он правильное расположение имел в гриппе, в держаке. Вот так накручиваем, держим и накручиваем. Вот видите, он съезжает. Я обычно люблю держать двумя пальцами вот так и закручивать. Вот, туго закручиваем для того, чтобы вы могли регулировать вылет иглы и сам грипп не ездил вокруг, не крутился. Модули подходят Шайенам любые. Татуировки делать лучше с родными модулями мембранными. Для перманентного макияжа вполне сойдут, если вы работаете единичками. Квадрон – это мои любимые модули. Про модули мы отдельно еще снимем обзор чуть позже. Вот, собственно, самая распространенная ошибка всех мастеров перманентного макияжа, татуировщиков я не беру в счет, потому что они все делают правильно, это когда мастера вставляют модуль неправильно, они вставляют его дырочкой вот так вниз. Почему-то они считают, что это правильно, хотя модуль сам по себе заточен под то, чтобы эта дырочка была вверху. Почему? Объясняю. У модуля вверху дырочка, в которую попадает воздух, а внизу вот здесь у нее срез, скос, и иголка касается нижней стенки носика. То есть вы держите аппарат, и краска стекает по нижней стенке носика вниз. То есть если вы держите его наоборот, вот так, то иголка касается верхней стенки носика, соответственно, пигмент вытекает. Соответственно, у вас собирается капля, и мало пигмента попадает в кожу или на латекс, или где вы работаете. Вот, поэтому учитесь правильно вставлять картриджи, потому что татуировщики смеются над перманентчиками именно потому, что вот такие вот глупости происходят. Так как мы работаем с Odin Tattoo Shop, татуировщики с нами делятся всякими смешными историями про мастеров перманентного макияжа. Так вот, когда они приходят покупать аппарат, они берут его вот так и пытаются пытаются держать его в руке вот таким образом и смотреть, куда же вставлять сюда модуль. Давайте будем чуть более образованными, но вернемся к аппаратам. Я тут уже такая разложилась, много всего. Сейчас я соберу все аппараты, получается, обратно. Так. И мы поговорим про каждый аппарат в отдельности. Мы сейчас попробуем еще некоторые картриджи. Также Odin Tattoo Shop предоставил нам на пробу еще одни картриджи новые. Они называются T-Tech. Выглядят они таким образом. Я их еще не пробовала, это новые для меня картриджи, поэтому сегодня я впервые пробую их на латексе. Сейчас я расскажу немножко про картриджи, которые использую. У нас будет более подробный обзор про них, но в основном это будет квадрон на всех аппаратах. Также у меня есть еще два картриджа. Одни картриджи это Vertex, это Microbio фирма, их производит. И будет у нас T-Tech в Thunder. Я не инженер, да, и не понимаю много в моторах, но я буду говорить, опираясь на свой опыт именно в перманентном макияже, и именно с этой стороны я буду рассказывать, какой аппарат нам подходит, какой не подходит и почему. То есть вот с этой стороны больше. Поэтому, если будут меня смотреть татуировщики, не судите строго. В общем-то, начнем мы со Spirit. Это самый старичок, они с Thunder'ом вместе самые старички, мне кажется, вообще у Шайена и Pen. Это 3 первых аппарата, которые Шайен выпустил. И часто все продавцы
почему-то пытаются продать мастерам для перманентного макияжа именно этот аппарат. Почему? Потому что у него более короткий ход. Если сравнить с Тандером, то они очень похожи, но у Тандера ход иглы 4,0, а здесь 2,5. То есть вылет иглы у них тоже, соответственно, разный. Также, когда у аппарата длинный ход, большой, он хорошо подходит для линейных, для контуров. Ну, то есть, если к татуировке привязываться, то получается так, что все длинноходные аппараты хорошо идут на контуры, хорошо подходят. А все короткоходные, они делают тени, закрасы, такие вот более поверхностные воздушные штуки в татуировке. Если мы это все перенесем на перманентный макияж, соответственно, получается, что если мы возьмем Spirit, и так как я делаю всегда волосковую технику, вы знаете, да, я специализируюсь на ней, Cheyenne Spirit, у него длина хода 2,5 мм. Он хорошо подходит для теневых техник, для растушевки. Многие мастера любят его использовать на глаза и на губы, потому что чем короче ход у мотора, тем меньше выход иглы и тем меньше удар в коже. То есть сила удара у аппаратов с коротким ходом слабее, чем у аппаратов с длинным ходом. Соответственно, если сила удара меньше, то это получается такая более растушеванная техника. Соответственно, он хорошо подходит для растушевок. Поэтому все продавцы, собственно, и хотят его продать мастерам перманентного макияжа. Мы попробуем его на латексе. Хочу сказать про ход иглы. Ход иглы у него небольшой, 2,5 мм, соответственно, вылет иглы должен быть тоже маленький. Вот примерно такой рабочий вылет иглы у него, можно даже немножко меньше поставить. Очень интересная вещь, хотела бы обратить внимание, что если я сделаю вот такой прям маленький вылет иглы, звук не меняется, звук машинки. Слушайте, ничего не трещит, да? Если я сделаю такой вылет иглы на Тандере, на длинноходном аппарате, он будет трещать, я потом покажу. Еще один момент, если мы сделаем вылет иглы как на Тандере, вот такой большой, то есть получается сколько, 2 мм рабочий вылет Тандера, то пигмент просто не будет поступать. Поэтому делаем рабочий вылет иглы, примерно 1,5 мм или миллиметр, и попробуем сам аппарат. Сначала попробуем растушевку. Вот, кстати, смотрите, ничего не остается практически. Значит, вылет иглы большой слишком. Значит, делаем миллиметр. То есть рабочий вылет иглы миллиметр. Соответственно, короткоходный, да, аппарат. Растушевка у нас получается с ним хорошая. Сейчас мы протрем, посмотрим. Практически все осталось. То есть, видите, ничего не изменилось. Меняем скорость на блоке на 9,0. Была у нас 7,0. И попробуем рисовать им линии. Мне очень непривычно с коротким ходом. Я не могу прицелиться нормально и попасть, если честно. Вот здесь я вела медленно, линия получилась четкая. Здесь я сделала скорость руки, как я обычно работаю на волосках, и линия уже не получилась у меня. Соответственно, да, для линии он так себе подходит, для контуров. Соответственно, для волосков он тоже не очень хорошо подходит, Cheyenne Thunder. То у него длина хода больше, он прекрасно тоже справится с растушевкой, но при этом он будет шикарно делать линии. Именно поэтому, собственно, я работала им больше года, 1,5 года я работала этим аппаратом. Ну, не конкретно этим, но вот такой моделью. И только недавно сменила его на другой аппарат. Но сменила я его не потому, что он хуже или что-то еще, а потому что аппарат Thunder, если мы будем... Ну, допустим, давайте возьмем пример машины. Есть Mercedes C-класса и есть Mercedes E-класса. Все знают разницу, думаю. C-класс это пониже, E-класс это очень круто, да? Вот. И C-класс это тоже очень хороший автомобиль, дорогой, да, и элитный, но E-класс круче. Собственно, поэтому я сменила Thunder на Solterra, потому что ее недавно выпустили, и она как бы, ну вот скажем так, E-класс в Cheyenne, если сравнивать. Но это не значит, что Thunder от этого стал хуже. Если я перестала его использовать, у меня очень много вопросов поступает в директ именно насчет
вот этой вот темы, почему вы перестали использовать Thunder, почему перешли на другой аппарат, он что, плохой? Нет, если бы он был плохой, я бы не использовала его 1,5 года, да, я просто его сменила на более новый, качественный аппарат, более крутой, и сейчас я вам о нем тоже расскажу. Также хотелось бы отметить, что вся студия у меня сейчас продолжает работать на Cheyenne Thunder именно, и их у нас около 10 аппаратов на студию, на всех мастеров. Поэтому, соответственно, он классный, я его люблю так же точно, как и раньше. Просто сейчас появился более новый, еще более классный аппарат, почему бы не заменить, да? Это не значит, что там мастера, которые используют их, должны сразу там продать его или выбросить или еще что-то и купить себе Terru. Нет, это совершенно не значит, они очень похожи даже, плюс ко всему. Я потом, когда буду говорить о Terru, я расскажу вам о разнице между ними. Ну вот, соответственно, вернемся к тому, что вот две машинки, они очень похожи. Здесь короткий ход, здесь длинный ход. Thunder больше подходит для волосковых техник, но также он подходит на глаза, губы, только он чуть-чуть мощнее, нужно это понимать. От него могут быть какие-то отеки сразу после процедуры незначительные. От спирита таких отеков может не быть, даже незначительных. То есть он короче у него ход, и, соответственно, на нежной тонкой коже он будет работать качественнее. Почему Thunder трещит? Thunder – это, опять же, длинноходный аппарат, поэтому вылет иглы должен быть у него большой. Соответственно, рабочий вылет иглы на Thunder, ну вот примерно такой. Если мы сделаем вылет иглы, как на спирите, вот он звук. Соответственно, Thunder не работает на маленьком вылете иглы. Вот знаете, есть мастера, которые любят все-таки короткоходные аппараты, а есть мастера, которые длинноходные аппараты любят. Вот я отношусь к тем мастерам, которые любят длинноходные аппараты. И даже для растушевки мне он гораздо приятнее, потому что иголочка длинная, ничего никуда не течет, и мастера меня поймут, когда работаешь на бровях, за волоски ничего не цепляется и краска не выливается. Смотрим на остаток и попробуем еще на волосках. Я меняю скорость на 9. Если мы сравним растушевку, то от Thunder более четкие пиксели. Это происходит потому, что сила удара у него больше из-за хода иглы. Соответственно, здесь тень более распыленная, мягкая, здесь более яркие пиксели. Если вы любите пиксели на бровях, то как раз-таки то, что вам надо. Даже когда работаешь в растушевке на глазах, от Thunder она заживает прям такими мелкими точечками, но точечки эти достаточно явные. Вот. Он для меня удобнее в том плане, что у него вылет иглы большой, то есть это его несравненный большой плюс лично для меня, но сколько мастеров, столько и мнений, поэтому вам вполне может подойти спирит, если он вам как-то ближе по ощущениям. Следующий из старой серии – это Cheyenne Pen. Cheyenne Pen часто ломается, к сожалению. Это все происходит не потому, что он плохой, а потому что я много смотрела всяких обзоров и пыталась понять, почему он ломается. Плюс ребята из Odin Tattoo Shop тоже с нами немножко поделились. У них в моторе есть пружинка маленькая, которая почему-то ломается. Ну, то ли она некачественная, то ли это от партии к партии зависит. Но вот факт остается фактом. Он может у вас сломаться там через несколько дней после процедуры, точнее после покупки. Может сломаться через год, а может вообще не сломаться. Бывают многие аппараты, которые вообще не ломаются. Я думаю, что это во многом зависит также от эксплуатации. Cheyenne Pen, он имеет длину хода, по-моему, 3,8. Он тоже считается длинноходным аппаратом, и, соответственно, он тоже хорошо подходит для волосковых техник. Его отличие от, например, Cheyenne Thunder в том, что у него другая совершенно форма. Вот, другая форма, соответственно, он по-другому лежит в руке. Лично мне удобнее именно вот такая форма в руке. Почему-то она мне ближе. Я пробовала и такой аппарат. Они по факту очень похоже работают, но именно вот дело в форме. То есть вот эта форма Г-образная, она как бы как продолжение руки идет. Ты берешь, и он как бы очень удобно ложится, и шнур уходит в бок. Здесь же шнур у нас, получается, торчит вверх. Если мы вот так оденем сейчас.
Вот, видите? И он как бы уже, ну, что-то как-то лишнее, как будто. Вот если вы посмотрите, вот я сижу, вот у меня шнур, да, он мне под руку ложится и немножко мешает. Если я возьму, допустим, Thunder, то шнур уходит дальше. Он как бы тоже ложится, но он вот здесь не опускается вот на руку. Это такой незначительный достаточно момент, но он присутствует. Дальше. Мотор у этого аппарата находится в нем же. То есть здесь мотор – это вот отдельная часть, и держак отдельно прикручивается. Поэтому вибрация у вот таких машинок ниже, чем у пенообразных. Если мы включим… Вот, вибрация, я ее чувствую пальцами. Вот здесь прям держатель я держу, потому что мотор вибрирует. И с этим ничего не сделать. То есть если я хочу рисовать волоски, то мне вибрация, она как бы вообще не нужна по факту. Если мы включим Thunder, то вибрации в пальцах я вообще не ощущаю. Ну, то есть я чувствую, что мотор работает, немножко такое вот дрожание есть, но оно очень-очень легкое. Поэтому это еще одна причина, почему мне больше нравится Thunder. Тут у нас стоит Vertex. Вылет иглы у него регулируется вот таким движением. Вылет иглы поставим тоже большой, но он очень сильно вибрирует в сравнении с Thunder, конечно, офигеть. По ощущениям он намного мощнее. Мне кажется, сейчас будет очень яркая растушевка. Удивительно, да, как от одного и другого аппарата меняется яркость растушевки. Посмотрите. Даже цвет другой. Я делала тот же самый нажим абсолютно. Это Spirit, совсем легкий, Thunder, что-то среднее, да? И Pen, ну прям максимально яркий. И точки прям очень-очень выраженные. То есть сила удара у него еще больше, чем у Thunder. Попробуем на волоски. Волосок он рисует очень хорошо, но тоже не достает ему мягкости. Посмотрите, даже по цвету тоже можно оценить. У нас латекс, на котором, если чуть-чуть заглубился, сразу он меняет оттенок. То есть он сразу начинает холодом отдавать, таким холодным. И смотрите, если сравнивать, то эти волоски, они прям похолоднее смотрятся. Вот, соответственно, Pen, Thunder, да? Вот такая разница. Из этих трех аппаратов, в принципе, могу сказать, что середина, золотая середина мне больше всего нравится. Это Cheyenne Thunder, у него длинный ход, но он достаточно мягкий, мягче, чем Cheyenne Pen. Следующий аппарат это лимитированная версия Thunder, но у него короче ход. У него ход, по-моему, 3,5 мм. То есть, соответственно, это что-то среднее между Спиритом и Thunder, по моим наблюдениям. В чем его минус для меня лично? Почему я не остановилась на нем и не стала работать им? Он такой красивый, матовый, черный, да, для девочек, мне кажется, это важно, внешний вид машинки. Вот, но мне не понравилась в нем именно длина хода, ход иглы и вылет иглы, соответственно, меньше. То есть, если у аппарата короче ход, то вылет иглы тоже нужно делать короче. Это такая неразрывная связь, которую нужно соблюдать. И соответственно, если меньше ход, то меньше сила удара и, соответственно, менее четкая линия получается. А так как я специализируюсь на волосках, соответственно, мне нужна более четкая линия, более качественная, и он мне не слишком подошел. Ну, то есть, если к вам пришла пористая жирная кожа, и вам нужно сделать на ней волоски, Thunder легко справляется, вот эта машинка уже, ну так, со скрипом, скажем так, как Spirit примерно. Что-то такое. Но у меня мастера тоже им работают, и он им нравится. Для растушевочных техник он вообще шикарно подходит, и он не тяжелый, и он такой компактный и красивый. Поэтому, в принципе, тоже классный аппарат. Но это лимитированная, опять же, версия, вы ее не везде найдете, поэтому не вижу смысла как бы ее покупать специально себе для перманентного макияжа. У него ход иглы средний между Спиритом и Thunder будет. Ну, вот примерно вот такой у него ход иглы. 1,5 миллиметра, не 2 и не 1. Золотая середина. Я когда первый раз взяла его в руки, я сделала вылет иглы, как на Thunder, и такая работа, и ничего не остается. Я очень удивилась. Думаю, что такое. Так же, как на Спирите по факту осталось. Мне кажется, разницы между ними практически нет. Вот возьмем Спирита, растушевку его. Остаток маленький. Мне очень нравится. Тоже по ощущениям, как у Спирита примерно. И тоже она получилась штрих-пунктирная. Что я имею в виду, когда говорю штрих-пунктирная? Это значит, вот волосок,
А в середине, видите, он не прокрашен, если вот так растянуть. То есть линия не четкая, она прерывается. Вот так же происходит и с бровями. Вот. В целом этот аппарат, в принципе, очень похож со спиритом. Это что касается старых версий Шайена. И сейчас вышла новая линейка. 3 аппарата. Это Terra, Nova и Luna. Terra и Luna – это по факту перевыпущенные Spirit и Thunder. То есть вот Luna, Spirit – это примерно одно и то же, только с чуть более мощным, крутым мотором. А Thunder и Terra – это тоже примерно одно и то же. Поэтому, соответственно, я выбрала Terra, да, понимаете почему? Опять же, у меня было много вопросов, почему не Luna. Потому что Luna – это по факту Spirit с таким же коротким ходом. Ход иглы у него 2,5 мм. Соответственно, вылет иглы тоже будет небольшой. Соответственно, для линейных техник он тоже не очень хорошо подойдет. Ну, волоски можно сделать, как бы получится, но если к вам придет, опять же, пористая, толстая, жирная кожа, на которой вам нужно сделать волоски, он не справится, скорее всего. Потому что он подходит для теневых техник покрасочных, для таких вот воздушных растушевок, то есть им делают закрас, именно теневой закрас, то есть он позиционируется для тени. Но, соответственно, если вы купите его для перманентного макияжа, он вам хорошо подойдет для теневых техник. Cheyenne Soul Luna. Обратите внимание, отличие от Terra. Так же, как у Spirit и Thunder, если мы посмотрим вот так в профиль, вот 2 машинки, у Луны плоский моторчик, у Terra круглый моторчик. То же самое у нас здесь. У Thunder круглый моторчик, у Spirit плоский моторчик. Луна – это, по сути, Spirit улучшенный. Значит, ход иглы у нее должен быть короткий. Кстати, рекомендованная мощность, рекомендованный вольтаж для этих аппаратов выше, чем для всех остальных. Поэтому для растушевки я использую 9,0 на Critical. То есть, если мы делали растушевку на предыдущих аппаратах на 6,5, то сейчас мы будем делать на 9 вот этими аппаратами. А для волоска будем скорость поднимать, потому что, слышите, она тихо работает, и сейчас у меня стоит 9,0. Что примечательно, у этих аппаратов очень-очень мелкий пиксель. В принципе, я тоже это очень люблю. Именно у Луны и у Терры пиксель очень мелкий и такой рассыпчатый, как пудра. Теперь вставлю другой режим. Вот 2 точки. Это более мягкий режим. Даже звук другой, слышно? Звук другой, более легкий. И точек меньше, потому что ударов меньше в секунду. Но разницы особой нет. Здесь чуть-чуть даже ярче получилось в растушевке, чем на первом режиме. Но тоже примерно как у Спирита, видите, яркость тени. Вот. Теперь нужно поднять скорость до 10, чтобы сделать волоски. Так, это на одном режиме и на другом. Как будто сильнее начинает работать на этом режиме. Странно. Ну вот я, получается, одну линию делала сильнее, одну слабее. В принципе, эти линии четкие получились, а эти штрих-пунктированные. Ну, разницы со Спиритом особой не вижу. Единственная разница в моторе, когда включаешь его и выключаешь, сейчас будет слышно, вот я включаю, и после выключения он как бы затухает, он постепенно, обороты уменьшаются, и он начинает меньше-меньше работать. Вот слушайте сейчас. То есть у него такое плавное затихание идет. На предыдущих версиях я такого не замечала. Это вот, видимо, вот новый их мотор. Он как-то круто переработан и сделан так, что такая вот классная штука есть. Это очень приятно для слуха. Вот. Но если у вас есть Spirit, опять же вернусь, вам не обязательно менять его. Вы не почувствуете слишком такой очевидно большой разницы, скорее всего, именно в растушевке. Дальше перейдем как раз к Terry. Это мой любимец.
Я ею очень довольна. Почему? Потому что это тот же самый Thunder, но с одним очень крутым плюсом. Какой у него плюс есть? Вот здесь на моторе с обратной стороны есть два режима. У Терры и у Луны тоже. У них есть два режима. И эти режимы смягчают силу удара. То есть есть режим, где нарисована палочка, и есть режим, где две точки. Соответственно, где палочка – это более мощный режим, сила удара большая, где точки – это более мягкий режим. Но они так сделали, мотор, что вот эти вот переключения этих режимов, оно не меняет структуру мотора или форму, или там что-то, какая-то шестеренка за что-то зашла, и сразу стала машинка по-другому работать. Нет, там электроника именно, там электронный мотор, который именно меняет работу со самого аппарата. Я смотрела много обзоров тоже перед тем, как купить его себе. И в одном обзоре мастер татуировки именно показывал, с какой силой работает этот мотор. То есть этот мотор настолько сильный, настолько он мощный, что его не остановить вот так пальцем. Если открутить держак и попытаться остановить пальцем вот этот толкатель, то вы не сможете его остановить, настолько он мощно бьет. Поэтому, соответственно, если вы делаете волоски, то это режим с палочкой. Если вы делаете растушевку, вам нужны, допустим, вы переходите на более нежную кожу, губы или глаза. Вы переключаете режим, и вы уже не заглубитесь, потому что он работает намного мягче сразу. Не будет никакого отека, и будет очень нежно укладываться тень. Растушевка в этом плюс. Сначала, перед тем, как ее купить, я думала, что Terra – это как бы гибрид Спирита и Тандера. Но оказалось немножко не так, потому что у Спирита ход иглы короткий, а у Тандера длинный, то есть 4 и 2,5 мм. Здесь это ход иглы 4 мм, но два разных режима работы. Это два принципиально разных режима работы, прям максимально. Потому что когда переключаешь просто вот на вот эти две точки, он совершенно по-другому начинает работать. В этом ее очень крутое преимущество большое. В Луне точно так же режимы переключаются, то есть он тоже может работать мощнее, но ход иглы остается 2,5 мм, соответственно, мне это не очень нравится. Поэтому я выбрала Терру. Я поставлю скорость 9. В общем-то, по звуку очень похоже на Thunder, потому что это же и есть перевыпущенный Thunder, да? По внешнему виду у Thunder, вот наш Thunder, ярче, да, получились точки, но как бы сам прокрас весь ярче получился, но точки менее выражены. То есть у Thunder точки, пиксели более явные. Вот эта машинка Terra, она распыляет именно как пыль. Ну вот получается очень нежно, мне очень нравится этот эффект беспиксельный. В коже, в принципе, пиксели вообще почти не видны, смотрится это все как растушевка. И очень быстрый прокрас, очень быстрый, качественный прокол. И каждый прокол, то есть сопровождается остатком пигмента в коже. Вот сейчас поменяем режим на Direct Drive и увеличим скорость на Critical до 10. И нарисуем волоски. Мне очень нравится в этом аппарате еще то, что когда рисуешь волосок, она его вытягивает очень круто. Вот этот тонкий хвостик, который нужен для волоска, она очень классно вытягивает. Сейчас я поближе покажу, как это выглядит. Вот обратите внимание на растяжку от яркой части. Вот уходит вот сюда, в никуда волосок практически. И вот вторая линия тоже, она очень тонко начинается и очень-очень тонко заканчивается. То есть если сравнить вот с этой линией, у нее растяжка гораздо меньше, хотя я делала примерно одинаковые. То есть вот этот вот хвостик вытянутый, тонкий, он очень круто смотрится на коже в волосковой технике, потому что волосок тоже должен уходить в никуда, грубо говоря, исчезать. И вот Terra очень классно справляется с этим. Мне это очень сильно в ней понравилось. И с растушевкой она тоже отлично справляется. То есть по факту вы включаете
Direct Drive и работаете на волосках, потом на Sensitive переходите на более нежный режим и работаете прекрасно на глазах, губах, растушевке, на бровях и так далее. То есть сила удара у нее уменьшается, и она не закапывается в кожу, не заглубляется, не делает стыков. То есть она всю работу делает за вас сама, грубо говоря. И это очень-очень классно. И последний аппарат – это Shayenne Sol Nova. Если честно, я им вообще не работала никогда. Я его вообще второй раз я его держу в руках. Я на него тоже смотрела обзоры. Это по факту пен, чуть более крутой. У него не меняются режимы, у него длинный ход иглы большой. Регулируется вылет иглы, как и на пене, тоже вот таким круговым движением. И по факту, мне кажется, он тоже подойдет отлично для волосков, но есть одно но, он слишком толстый. Ну, то есть это машинка для больших мужиков-татуировщиков, мне кажется. Вот по-другому я не могу сказать, потому что я беру его в руку, и у меня пальцев не хватает, чтобы его обхватить. Ну, то есть это, вот прям максимально мне неудобно. Вот честно говорю, прям поэтому я не выбираю такие гриппы толстые, потому что это тоже очень неудобно. Вот, но по сути они очень похожи с пеном, это как бы перевыпуск того же самого пена, у него ход иглы примерно такой же, мощность, наверное, побольше, сила удара, наверное, побольше, потому что там тоже стоит, видимо, улучшенный мотор. Ну, попробуем его на латексе и поймем. Но сразу говорю, что девочкам он не понравится, потому что он очень толстый. Но то, что он коротенький, это очень удобно, кстати, то, что он не заваливается никуда. Именно само распределение веса, оно очень классное. Когда делаешь маленький вылет иглы, аппарат начинает трещать. Вот сейчас слышно прекрасно, что он начинает работать плохо и вибрировать. Если такое случается, меняете немножко вылет на чуть более большой, когда он не вибрирует. Вот сейчас отлично. Так странно им работать. Я его вообще не чувствую, потому что он, мне кажется, очень легким. И мне очень неудобно им штриховать с непривычки, потому что веса вот здесь никакого нет абсолютно. Вес весь вот здесь, и она очень легкая, и это очень странно. По проколу, мне кажется, она просто вообще укладывает весь пигмент, который вот видно на латексе, он, наверное, будет и в латексе. Сейчас проверим. Но нет. Вот так обманчиво. Посмотрите, насколько светлее растушевка в сравнении с террой. То есть, смотрите, тут даже цвет другой, тут холоднее, тут очень теплый. Сейчас попробуем на линии ее. Но работает она, правда, как космический корабль какой-то непонятный. Ну, линию она не вытягивает так круто, как терра. Все равно я не чувствую вот этого кайфа, когда работаешь, а его такого нет, как от нее. Ну и по качеству тоже мне эта линия больше нравится, потому что, сейчас объясню. Видно, как вот здесь обрываются хвостики и не вытягивается она. И вот здесь такой штрих-пунктир. Ну, в общем, нет. Я бы ее себе, наверное, не купила. Даже попробовать. В принципе, ну вот, знаете, берешь машинку и сразу хочется на коже поработать. Тут такого у меня нет ощущения. Мы сейчас попробовали все машинки на латексе. Конечно, латекс – это не кожа. Нужно пробовать еще на коже, чтобы понять, подходит вам аппарат или нет. Но какие-то основные моменты вы понять всегда можете. Из всего, что я попробовала, могу снова… Ну вот я не пробовала, допустим, работать на коже вот этими двумя аппаратами и не делала волоски спиритом. И совсем не пробовала Луну. Я как бы и не хотела ее пробовать, по сути. И как бы попробовав это все, я все равно осталась верна своей Терре. Она круче, чем Thunder, в том плане, что она как C и E класс, да, в Мерседесах, помните, я рассказывала. Так вот, Terra это, конечно, ну, что-то, нечто очень крутое, что Shayenne придумал, они очень большие молодцы. Также для перманентного макияжа отлично подойдет тот же самый Thunder, тот же самый Spirit. Если вы любите короткоходные аппараты, также вам подойдет Luna. Единственное, мне не очень удобны вот эти две машинки. Мне кажется, они больше для татуировки подходят. Но это мои какие-то личные такие ощущения, основываясь на опыте, на моем. И опять же, вкус у всех разный, да? То есть, чтобы вам понять, что именно подходит вам или что не подходит вам, вам нужно это попробовать. То есть вы можете прийти в магазин и попробовать на латексе ее. То есть вы можете ездить на конгрессы
И там представляют часто машинки, вы можете тоже подойти, любую попробовать. То есть в этом большой плюс посещения конгрессов, потому что там выставки всегда, оборудование, и можно все попробовать и сравнить, и тогда уже выбрать. Но если вы хотите основываться на мнении каких-то мастеров других, то вы должны понимать, что вам это может не подойти. Такое возможно, потому что все люди индивидуальные, они все разные. В заключение я хочу сказать, что мастера перманентного макияжа могут работать шаенами, в принципе, любыми. То есть если они позиционируются для татуировки, как мы выяснили в начале видео, татуировка и перманентный макияж – это одно и то же. Поэтому аппараты мы можем использовать тоже одни и те же. Также точно как пигменты перманентные и татуировочные – это тоже одно и то же. Одни и те же колоранты, одни и те же косметические добавки и так далее. Видео про пигменты мы, кстати, тоже будем снимать в следующих обзорах, ждите. Что хочу сказать, что пользуйтесь, пожалуйста, качественным оборудованием для перманентного макияжа, потому что сейчас это, в принципе, очень все доступно, очень много обзоров и очень много информации в интернете. Еще я хотела рассказать, что под предыдущим обзором, который мы снимали, в нем были всякие некачественные аппараты, которые мы приводили как пример. И в комментариях нам очень много писали защитники геонсанов. Это отдельная тема, конечно, вообще. Но есть мастера, которые до сих пор хотят работать вот геонсанами и подобными какими-то китайскими ручками, хотя стоят они чуть-чуть совсем дешевле, чем качественный хороший аппарат. И я вообще не вижу в этом никакого смысла. Это так глупо, вот как бы не идти в ногу со временем, потому что сфера очень сильно развивается, и мы должны, как мастера, ее сами развивать еще больше. Поэтому мой вам посыл, дорогие мастера, работайте качественным оборудованием, уходите с геонсанов. Да, я буду противником геонсанов. Можете меня таким считать, можете писать в комментариях, что хотите. Ну и вообще, в принципе, пишите в комментариях впечатления. Нам очень важна обратная связь, и, может быть, вы можете написать какие-то темы, которые вам особо интересны, или какие-то аппараты, на которые вы хотите получить обзор, может быть, даже на коже. Пишите, мы постараемся все снять, показать, потому что мы будем продвигать перманентный макияж вперед. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Увидимся в следующих видео. Пока! Try.